У одной женщины был очень умный, послушный и верный пес. Она настолько ему доверяла, что могла оставить своего ребенка с ним, когда ее срочно вызывали на работу. Она работала врачом, и бывали случаи, когда ее вызывали на работу даже ночью. Но когда она возвращалась домой, то всегда находила ребенка, беспробудно спавшим с псом, который преданно смотрел на него. Но однажды произошел очень трагический случай. Женщина, как обычно, оставила ребенка в руках своего верного пса и отправилась на срочный вызов в больницу. Когда она вернулась, то обнаружила довольно неприятную сцену. Кругом был полный беспорядок. Детская кроватка разломана, пеленки и одежда порваны в клочья, и по всей комнате были пятна крови. В шоке женщина начала искать ребенка. Вдруг она увидела, как верный пес выполз из-под кровати. Он был весь в крови и вылизывал рот, как будто он только что закончил с вкусной едой. Женщина, ужаснувшись, предположила, что пес съел ее ребенка. Без долгих раздумий она начала бить пса палкой и забила его до смерти. Но когда она продолжила поиски останков ее ребенка, то увидела следующую сцену. С другой стороны кровати сидел ее ребенок, который, хотя и был голый, но был полностью невредим, а рядом с ним, под кроватью, лежало тело змеи, которое было разорвано на куски после ожесточенного боя между змеей и псом, который теперь тоже был мертв. И тут женщина начала понимать, что произошло в ее отсутствие. Пес напал на змею, чтобы защитить ребенка, но уже было слишком поздно, чтобы загладить свою вину, потому что из-за нетерпения и гнева она убила верного пса. Как часто мы недооцениваем людей и рвем их в клочья своими резкими словами и делами, прежде чем мы разберемся со сложившейся ситуацией. Это называется грех самонадеянности. Набравшись немного терпения, можно значительно сократить основные ошибки, которые мы делаем на протяжении всей жизни. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.